Всем привет, мои дорогие! Я хотела сегодня вам снять мою закупочку. Вы уже, может быть, видите сзади меня. Так как вы уже мою закупочку видели до того, как до подорожания, а я сейчас закупилась после подорожания. И сейчас вам расскажу и покажу, сколько чего стоило и что я купила. Эта закупка, как всегда, как вы уже в том видео увидели, такая большая, когда у тебя уже полностью все кончилось и все надо. Из-за этого она такая, так сказать, немножко побольше, чем всегда. И я хотела сказать, что у нас в данный момент еще кто-то живет больше, чем мы. Из-за этого чуть-чуть больше я покупаю, ну совсем чуть-чуть больше. Можно было сказать так, что если бы мы сейчас только 5 человек жили, то бы, может быть, там колбаски было меньше или сыра было меньше. Но в основном мы сыр и колбасу покупаем сразу немножко побольше, чтобы хватало на дольше. А так, я бы сказала, что это закупка, так как почти что всегда мы закупаемся. Вот я хотела показать, у нас в Lidl есть вот такой app, где ты можешь, ну как, чтобы не выходило, что ты заплатил твой этот кассацетель. Ну, вы поняли, да, сколько я заплатила. И мы тогда делаем такую специальную функцию. Она остается в телефоне, в app, а ты можешь просто так посмотреть. Вот в одном магазине 110,32 заплатили. А сейчас я вам пойду и покажу. Вот что мы здесь заплатили. Это мы были в Реве. Мы заплатили здесь, получается, у нас сумма 185,02, но она была 200. Мне кажется, здесь вот я не могу все вместе 17 чем-то у нас было евро. Мы сдали бутылки, из-за этого у нас 200 с чем-то было. Почти 220 евро мы заплатили именно в Реве. Все, я показала, что это мы сами купили. Вот я хотела начать с этого. Туалетную бумагу мы купили, так как мы не знали точно, у нас дома есть или нет. Я просто здесь все стоит, так как у нас вот здесь все складывается, вот в этих шкафчиках. Потом воду купили, именно минеральную. Потом еще раз вода минеральная, так как у нас сейчас немножко детки в школу берут, и для этого мы покупаем. Также яблочный сок. Еще раз яблочный сок и водичка просто, ну, чтобы для школы. И молоко для деток. Ну, пойдем сюда. У нас здесь для кошечек. Я вот сегодня вот такую взяла. Наши кошечки очень любят. И она была удешевленная, из-за этого 3 пакета. В основном я так много не беру, только если удешевлено. У нас сегодня currywurst. Currywurst это такая, ну, иногда детям побаловаться. Оно лежит, так как оно надолго хватает. И когда детки хотят побаловаться, так они вот балуются. Мы начнем, наверное, с фруктов. Мы сегодня взяли арбуз. У нас уже есть арбузы. Мы уже один раз покупали, было очень вкусно. Картошечку тут заметила, думала пропала, но нет. В общем, картошечку, так как я хочу спаржу сделать. И купила к ней картошечку, именно био купила. Био я никогда не покупаю, я просто забыла специальную картошку купить. Я думаю, что она тоже будет вкусная. Граната. У нас граната сегодня была тоже удешевленная. И они вкусные. У нас не очень вкусные, но эти были вкусные. Также я не знаю, если вы хотите, я могу в следующий раз говорить, сколько что стоит. Ну, вот такие хлопья мы покупаем для деток. Потом вот такие орешки тоже для деток мы сегодня купили. Груши, яблоки, лайм. Вот это шарлотка, это такой лук, он очень вкусный, если какие-то соусы делать, так как я сегодня хочу спаржу делать и хочу голландский соус делать, и шарлотка подходит очень хорошо к нему. Потом бананы у нас в последнее время всегда, киви. Вы это уже видели, у нас почти всегда есть, когда мы закупаемся, вот эти конфетки для детей. Не конфетки, это рис воздушный. Потом я хочу сегодня сделать риндабратен, я даже не знаю, как это по-русски, такой кусок мяса, и его обжариваешь, очень тонко потом режешь, и мне для этого надо вот эти овощи. И, как я уже сказала, я стараюсь регионально, ну, где, если в Германии именно выращено, яблоки. Также лимоны у нас сегодня, так как мне надо для голландского соуса. Я взяла такие уже готовые салат, потому что у нас ребенок очень любит быстро себе сделать салат. У нас сегодня виноград, а также я решила, ну, у нас иногда покупается для деток кукси, они очень любят. Ну, я не часто покупаю, но иногда покупаем. Огурцы, помидоры, также у нас сегодня перчик. И морковка, цукини, и это все у меня дома было, из-за этого только так. Сегодня такие овощи.
Также у нас сегодня вот такой айс. Айс это мороженое, которое оно водяное, и потом ты ложишь в этот, она замораживается, и дети потом с удовольствием кушают. Попкорн мы купили, решили побаловать сегодня деток, купили чипсы. Чипсы почему купили? Деткам надо в школу, я не знаю, они там что-то делают, им надо вот эти баночки, из-за этого мы чипсы купили, так как у нас ребенок один ест именно эти, чтобы ему не было обидно, для него тоже купили. Также я сегодня купила себе моцареллу, она безлактозная, я очень редко покупаю, иногда побаловаться. Это сыр сливочный. Я сегодня тоже взяла рыбку, сейчас покажу, и со сливочным этим сыром очень вкусно. Сегодня у нас всякие разные йогурты, потому что я уже давно не покупала их. И натуральный йогурт для салатов. Сейчас пойдет салат и такое, когда... Ну, я сейчас в данный момент решила без мяса кушать. И ни колбасу не буду кушать, так как у меня немножко проблемы с желудком. Из-за этого мне надо, чтобы часто салатики были, чтобы я часто могла себе соус какой-то сделать. Из-за этого сегодня у нас соус. Также хлебушек купили. Мой хлебушек безлактозный, безглютенный. И у нас есть такие булочки, которые мы иногда выпекаем утрицам. Когда хочется булочки, быстро выпек, не надо ехать покупать. Также мы купили вот такие солями, 2 колбаски. И сегодня купили мы опять вот такую колбаску. Так как у нас еще недельку будут жить... чтобы, если вдруг они утром захотели позавтракать, у них что-то было. Ну, также у нас очень любят детки это кушать, но вот солями кушаем только мы. Такая у нас колбаска есть. Это просто так сидишь, когда иногда захочется. Ну, это для моего младшего ребеночка. Он очень любит. Рыбку купила. Мне позвонил телефон, из-за этого пришлось отключиться немножко от вас. Потом я хумус сейчас себе взяла, хумус. Если он на русском не хумус называется, то я напишу, как это называется на русском. Я это именно смазывать, ну, на брод, на хлеб намазывать для завтрака, так как у меня сейчас не будет больше колбаски. Из-за этого рыбка, хумус. И у нас вот такое яичный, вы уже в том видео видели, я тоже себе еще раз купила. И сливки мы купили уже готовые, так как у нас, получается, здесь уже продается клубника. Потом пистации я взяла, так как у нас пистации очень дорогие. Сегодня они были в Ангеботе, ну как удешевленные, я их взяла. Вот эта моцарелла у нас, если в Lidl App вы себе делаете, то она вот была сегодня бесплатно. Также нормальная моцарелла. И варенье я покупаю для моего сыночка, когда у меня кончается, у меня есть желание самой сделать, я сама делаю. А так в основном варенье мы покупаем. Вот. Это кухонные салфетки. Сыр. Сыр мы покупаем всегда, потому что сыр мы очень любим. Сейчас я вот так пройду. У нас вот есть такая колбаска. Вот эту колбаску жаришь на сковородке. Ее всегда надо жарить, просто так ее нельзя кушать. Вот. Потом здесь тоже солями. Это у нас именно масло на хлеб мазать, которое остается всегда мягким. Это наша колбаска, которая самая такая дешевенькая для моего сына. Он только ее кушает. И вот это наша любимая колбаска, которую мы всегда кушаем. Она именно с курочки, и это с этого индюка. Тостерный хлеб, такой сыр. Также у нас вот здесь выпекается брецели каждое утро для наших деток в школу. И вот такие длинненькие, потому что у нас один ест только эти, а другие 2 только эти. Ну, пицца у нас тоже присутствует иногда. Сегодня только 2 штуки. Не то, если чем больше покупаешь, тем больше они хотят есть. Ну, это вы уже видели, вот эти колбаски. Это вы тоже видели, так как сегодня была тоже акция на них, я решила взять для деток, побаловаться. Это такие орешки, они в таком, я не знаю, как это правильно сказать, в таком как тесте, я бы сказала, но они как запеченные, они прям такие хрустящие очень. Вот такую солями мы тоже иногда покупаем, чтобы резать. Вот, и кто в Lidl покупает, я считаю, очень вкусная. Правда, мне нельзя, но ничего. Это для ушей, не знаю, штепщин, как их назвать. Ну, у нас как мы ими ушки не чистят, дети. Ну, например, если что-то надо во рту там помазать или где-то что-то помазать, мы их используем. Я рыбку купила, так как сегодня лякс, я хотела спаржу делать. И, например, шницель, как панировочное мясо, я не хотела делать, решила рыбку сделать, так как панировочное мясо я кушать не могу.
Еще один арбуз, молоко для меня и немножко сока. Это сок апельсина, а это сок из винограда. И что я хотела сказать, вот так выглядит наша закупочка. В основном мы сразу ее убираем, но так как я хотела вам снять, показать, вот, все вот это, вот такое. Я хотела сказать, кто в Lidl закупается, вот этот currywurst, он очень-очень вкусный, очень вкусный. Он вот прям как если вы идете где-то, покупаете currywurst вот таким вкусом. У нас детки очень любят. Мы покупаем редко, так как они хотят сразу все скушать, но они знают, что им это нельзя. Из-за этого они кушают уже так. Через 3 дня, через 4 дня. Ну, что я хотела сказать. Мы не купили даже еще никаких, так сказать, мяса вообще никакого не купили. И мы также не купили конфет, которых я покупаю всегда один раз в месяц, так как у нас еще конфеты остались. Мы так что в этот раз конфеты не купили. Пиццу в основном мы покупаем 4-5 штук. Этот раз 2 штуки покупили, потому что 2 штуки еще у нас оставалось. И получается, у нас закупка получилась, ну, примерно 20-30 евро. Я думаю, 30 евро дороже, чем всегда. Подорожало очень сильно. Вы заметили, может быть, что даже муки не было, сахара не было, лапши не было. Если это я еще все бы купила, то, наверное, у нас вышло бы 400 евро, если даже не больше. Так как у меня еще лапша есть, я ее не стала покупать. Ни рис, ничего это не стала покупать. Если это все вместе взять, я в основном всегда беру пачку лапши, пачку риса, там, например, масло, именно чтобы жарить, муку, сахар. Этого я вообще ничего не взяла. И получается, у нас вышло, ну, я бы сказала, в 2 раза все подорожало. Ты прямо закупаешься и чувствуешься, что у тебя, вот в Lidl мы закупались, у нас, ну, даже дно, у нас закрыло дно, Жень? Нет, вот он говорит, нет, у меня там муж сидит, кушает. У нас даже дно не закрыло, и мы заплатили 110 евро. И это, конечно, чувствуется очень. Но у нас была там, именно мы в Lidl купили арбузы. Арбузы в Lidl очень вкусные, если кто-то хочет купить. И для нас это было так, что побаловаться. Это не так, что мы каждый день их покупаем. Конечно, когда они дешевле, мы их покупаем каждый день. Но здесь я обожаю арбузы, обожаю. Без арбузов летом я вообще жить не могу. Мне надо каждый день арбузы. Я могу целый день арбузы кушать. Чего? Мне муж говорит, не забудь сказать, что они 10 евро стоят. Килограмм стоит 2 евро, и это очень дорого. Почему мы 2 купили? Так как у нас сейчас семья немножко побольше, и мой ребеночек второй ест арбузы, наверное, еще больше, чем я. Мы вдвоем очень такие арбузные. Я всю жизнь была, сколько себя помню, арбузная, и он тоже, мой второй сыночек. И из-за этого, если я только один бы взяла, нам бы на всех не хватило. Ну, в общем, как-то так. И я бы сказала, что очень сильно чувствуется. Мы пошли сегодня, масло можно было купить, муку можно было купить. Мука стоит Орос 49 в Реве. Альди, Lidl я не знаю, в Lidl ли мы были, там вообще никакой муки не было. Сахар также остался, и много сахара есть. И масло мы в Реве тоже видели, стояло, но 4,99 баночка стоит, она стоила Ора 20 самое дорого, масло теперь 4,99, это ужасно дорого. И мука у нас 79 центов стоила, это такая сильно подороже уже была, а так примерно 69, да, или 49, да, 49, да? Да, 49, мой муж говорит, что стоила нормальная мука раньше, а сейчас она стоит Ора 49, на целое евро подорожала. Вот я живу в Германии 15 лет, и я хочу вам сказать, что первый раз такое подорожание идет. Я никогда еще, вот сколько я уже живу в Германии, ни разу такого не видела. Когда корона началась, у нас там на 20 центов подорожало что-то, но не больше. А тут это вообще такое я вижу за 15 лет в Германии первый раз. Буду с вами всем прощаться. До новых видео. Пока-пока.